Всем привет! Добро пожаловать на канал, где мы смотрим на обычные вещи под необычным углом под микроскопом. В комментариях к прошлым роликам меня просто завалили просьбами проверить одно древнее народное средство. Вы хотели, чтобы мы испытали силу куркумы на микробах? Что ж, ваше желание для меня закон. Сегодня именно это мы и сделаем. Но прежде чем начнем, важно сказать одну вещь. Я хочу четко и ясно донести до каждого, что я не врач, не целитель, и я не имею никакого отношения к медицине. Я просто парень с микроскопом, которому безумно интересно, как устроен мир вокруг нас. Этот эксперимент – это чистое любопытство и визуализация процессов. Это не руководство к действию и не призыв лечиться куркумой. Если у вас есть проблемы со здоровьем, единственный правильный путь – это обратиться к квалифицированному врачу. Запомните это, а мы продолжаем наше чисто исследовательское развлечение. Итак, у меня здесь свежий корень куркумы. Давайте сначала добудем из него тот самый сок, который, как считается, обладает мощными свойствами. Вот он, тот самый эликсир. Цвет, конечно, потрясающий. Давайте я его понюхаю. Ого, пахнет очень приятно, тепло, чувствуются древесные нотки и легкая горчинка. Прям как имбирь, но с каким-то апельсиновым оттенком и жгучей ноткой. Очень интересный аромат, но пахнет это одно, а как он выглядит в увеличенном виде и что он делает с микромиром, это совсем другое. Давайте сначала просто изучим нашего убийцу под микроскопом. Смотрите, это не просто однородная жидкость. Она мутная, желтая и в ней плавает целая вселенная. Вот эти яркие желтые комочки – это и есть знаменитый куркумин. То самое красящее вещество. Оно плохо растворяется в воде, поэтому собирается в такие кучки. А вот эти прозрачные шарики и овалы – это, друзья мои, зерна крахмала. Куркума, она же родственница имбиря. В ней его очень много. А теперь посмотрим, на кого мы будем сегодня это испытывать. Переключаемся на нашу каплю воды из старого пруда и посмотрите, кто у нас здесь. Смотрите, какая красавица инфузория. И она, кстати, очень крупная. Это всего лишь 100-кратное увеличение. Давайте посмотрим на нее поближе. Под 400-кратным увеличением. Смотрите, какая она сложная, подвижная. И цвет у нее вы только посмотрите. Прямо как у нашей куркумы. Ирония судьбы. А вот тут у нас загадочный червячок. Нам в прошлых видео в комментариях подсказали, что это тоже одна из разновидностей инфузорий. Но какая именно, загадка. Кстати, это не пресноводные обитатели, вода у меня тут смешанная, почти как застойный пруд. Как видите, компания у нас разношерстная. Тут и цианобактерии, и диатомы водоросли, и малюсенькие шустрые бактерии. Все живые, все бодрые и активные. Ну что ж, сока куркумы, думаю, на всех хватит. Итак, момент истины. Добавляем первую каплю сока куркумы в нашу каплю с жизнью. Смотрите, это выглядит как настоящее цунами. Микробы, которые были ближе всего, мгновенно дают дёру. Они чувствуют опасность, а те, кто не успел, остаются в этой желтой пучине. И как мы видим, там, где разлился сок куркумы, не осталось ни одного живого микроба. Ни одного. Куркума действительно демонстрирует поразительные способности к уничтожению. Кстати, пока вы здесь и смотрите это зрелище, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Почему сейчас? Потому что такие эксперименты мы проводим постоянно, а алгоритм YouTube часто прячет новые видео от тех, кто не подписан. А я не хочу, чтобы вы пропустили наше следующее расследование, где мы будем, но об этом позже. Просто подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе. Давайте добавим еще одну каплю, но с другой стороны для чистоты эксперимента. Вот, смотрите на нашу желтую инфузорию красавицу. Она мгновенно попала в эпицентр этой волны. Вы видите это? Это просто невероятно. Куркума начала растворять ее с первых же секунд. Она не оставила бедной инфузории ни малейшего шанса. Ее тело просто растворяется на глазах. Это с одной стороны печально, а с другой демонстрирует невероятную мощь. Давайте еще раз глянем на зону поражения. Да, тут чисто, ни одного движения. Куркума справилась со всеми жителями этой зоны мгновенно.
Но хороший эксперимент нужно повторить. Берем свежую каплю воды с новыми ничего не подозревающими жителями. И снова наш неуловимый червяк. Кто знает, что это за зверь, пишите в комментариях. Я замучился за ним гоняться. Он невероятно быстрый. Поймать его в 100-кратном увеличении уже удача. А в 400 я даже не мечтаю. Ну а остальные прежний состав. И наша золотая инфузория кружится, вся такая деловая, красотка. Добавляем куркумы и снова цунами. И снова все в панике. Смотрите, что образовалось. Настоящий коридор между чистой водой и зоной поражения. И все организмы, как по команде, бегут через этот коридор, спасаясь от желтой смерти. Я хотел поймать того самого червяка, когда он будет проходить через коридор, но он снова оказался шустрее. Смотрите, он уже уплыл в безопасную зону. Важный такой. Ну ничего, червяк, мы еще к тебе подберемся. Добавим куркумы с другой стороны, чтобы окружить их. Ой, кажется, я немного переборщил. Я вылил на них чуть ли не тонну сока. Они даже среагировать не успели. Смотрите, как эту красивую инфузорию просто затопило. Мне даже жаль стало. Я в панике начал искать того червяка, но не нашел. Зато вернулся к этой. От нее остались одни воспоминания. Жутковатое зрелище. Смотрите, вот малюсенькая бактерия заплыла в самую гущу. Покружилась и распалась. Еще одна влетела на скорости и замерла. А вот этот храбрец попытался резко сменить траекторию, чтобы вырваться из ловушки. Почти получилось, почти, но нет, куркума взяла верх. Так что же их убило? Почему микробы погибли все? У науки есть ответ. Куркумин. То самое желтое вещество обладает мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он способен разрушать клеточные мембраны бактерий и нарушать важные процессы внутри их клеток, попросту говоря, растворяя их изнутри и снаружи. Наш эксперимент это наглядно подтвердил. Но на этом с куркумой не прощаемся. Следующее видео, которое я уже готовлю, будет еще безумнее. У меня есть подопытные покрупнее, клещи Демодекс. Мы будем поить их куркумой и смотреть, как они будут на это реагировать. Обещаю, будет очень интересно. Поэтому, если вы до сих пор это не сделали, сейчас самое время. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить тот самый эксперимент. И обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о результатах и кого бы вы еще хотели, чтобы мы испытали куркумой. На сегодня все. Спасибо, что были с нами и смотрели на мир через линзу микроскопа. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!